Мендоса – город на западе Аргентины в предгорье Анд. Мы расскажем о местах, где можно полюбоваться природой и животными. Посоветуем одну из крупных винодельн, в регионе которой производят 95% вина в Аргентине. Рекомендации, впечатления – все это вы увидите в нашем видео прямо сейчас. Наше путешествие в Мендозу начинается из аэропорта Буэнос-Айреса. Vamos. Нам отменила рейс авиакомпания Flybondi за день, но, к счастью, нам предложили выбрать рейс, который отправляется раньше. Мы были в предвкушении от предстоящей поездки и невероятно рады, что вылетаем за пределы Буэнос-Айреса. На рассвете мы покинули город, и уже через почти 2 часа нас встречала солнечная Мендоса и невероятные Анды. Впереди 3 дня невероятных приключений, которыми мы хотим поделиться именно с вами. Досмотрите это видео до конца, вы не пожалеете. Поехали! Прекрасные Анды встречают нас. Виноградники встречают нас. Разливайте вино. Погодка, конечно, отличается от той, что в Буэнос-Айресе. Скажи, ты рад? Я вообще очень рад. Да, мы сейчас идем до автобуса. Он тут вроде недалеко останавливается. И до центра ехать там примерно час. Поэтому используем общественный транспорт. А посмотрим, как это будет. Едем в центр Мендозы, в сердце Мендозы. В аэропорту в Буэнос-Айресе мы купили мне капли. Вот. Один из подписчиков написал, что когда глаза слезятся, возможно, это аллергия на солнце из-за того, что очень сухой воздух и глазам, да, как ни странно, не хватает влаги, и они слезятся. Вот. Интересно. Нужно проверить, на самом деле, у меня мое зрение, мои глаза. Но капли я взяла, потому что в Мендозе довольно сухой воздух. Не знаю, видно ли мои слезы, но я плачу. И здесь я не соврала, ведь вышли мы из современного аэропорта с отличным качеством дорог, но через 100 метров перед нами открылась совсем другая картина. И пока мы искали остановку, а идти нужно было минут 20, мы расстраивались, насколько бедно живут люди вблизи аэропорта. Остановка обозначалась столбом проводящей коммуникации и лужей. Мы сели на автобус 605. По пути сначала была малоэтажная застройка, колючие проволоки и решетки на окнах, что говорит о бедности и воровстве в округе Мендоса. Ближе к центру уже появились более современные дома. Как только мы заселились, я продолжила рассуждать об увиденном. Но меня это очень сильно удивило и, конечно же, расстроило, потому что направление довольно-таки туристическое, Мендоза, а для меня это просто как винный центр культуры, истории вина, виноградников. И ты, конечно, ждешь, что ты такой заезжаешь по ровной дороге, тротуары везде, все так интересно, здорово, но вот выдают именно решетки. Какое-то отсутствие коммуникации, выброса мусора, то есть даже нет каких-то бачков за пределами центра. Просто люди договорились складывать мусор в одно место. Я не ждала чего-то такого права, что там Егор ходит сзади меня, видимо. Но мы приехали сюда за вином, за историей, но погулять по городу мы на это выделим сегодняшний день как раз-таки. Вот. А мы уже заселились в отель, если можно его так назвать. И сейчас Егор немножко покажет. Обратите внимание на чудесную спальню, в которой мы оказались. Ну, типа, окей. Все необходимое, чтобы сходить в туалет и помыться. А сейчас покажу вот зала-кухню. Ну, вот тут можно сидеть, кушать, отдыхать, работать при желании. А тут готовить. Ну, в общем, простенькая квартирка. Такая обошлась нам супер недорого, что радует. В целом мы... Экономно. Отдельный респект и спасибо хозяину, который запустил нас на 6 часов раньше. Были вопросы. Все спрашивают, как же платить за проезд. Вы спрашиваете, вы пишете, мы отвечаем. Все просто. Карта Суббе работает даже в Мендозе. Не удивлюсь, если в Кордобе, сюрприз, она тоже будет работать. С вами был специальный корреспондент Егор из Мендозы. До скорых встреч. Как мило. Цветочки. Завтракаем. Зеленушка на заднем фоне, часы опять же таки, чтобы знать сколько времени, но они не показывают.
Мы возле Estación Terminal Mendoza. И что мы тут делаем? Мы, как говорится, quiero ir a la consulta, как оказалось. Мы, в общем, собираемся завтра ехать на винодельню и не хотим ехать на такси, потому что это дорого. Или на такси, не использовать никакие агрегаторы, потому что это стоит около 100 или $200 туда-обратно. Поэтому мы решили воспользоваться более экономным вариантом автобуса. И сейчас практиковали свой испаньоль. Пытались тут разузнать, как до туда доехать. Но с горем пополам все получилось. Завтра в 9 на вокзале надо прийти, оплатить билет, доехать до Ля Консульты и уже оттуда двигаться до винодельни. Вроде звучит несложно, посмотрим, как получится. Я надеюсь, вы будете следить за развитием событий. А вы пока что пишите, как думаете, на какую винодельню мы поедем для консульта? Там их несколько, вот. Пока что напишите, пока мы туда не приехали. Кстати, еще из интересного, на вокзале давненько я не видел такого. Ну нет, в Европе, наверное, видел. В общем, тут нету единой билетной кассы, единой сети, тут разные компании. Транспортные компании возят людей, и там куча кабиночек, как в аэропорте, авиакомпании примерно, у которых ты можешь купить билеты, так же и тут. Рядом с автовокзалом мы зашли в соседнее здание, но оказалось, что вокзал совмещен с торговым центром. В здании есть кафе, бутики и различные турагентства, у одного из которых мы остановились. У нас женщина, разговаривали с двумя сотрудниками, и одна из них сказала: идите вон там в туризму. Я говорю: нам не нужно туризма, у нас есть там бронь, нам нужно только добраться. Можно за $4,5 1000 в Европу съездить. Спасибо. Чтобы вы не переживали, что я иду вот так с телефоном, у меня все схвачено, вот видите? Прихвачено. Веревка. Поэтому не переживайте. Неплохо, я так скажу. ЖД вокзал очень неплохой. Все прилично выглядит. Есть где покушать, где посидеть. Так же, как и аэропорт. Аэропорт тоже очень неплохой. Ваши же налоги вот на ЖД вокзал и аэропорт. А можно еще дороги сделать и дома отстроить, наверное. Вот и думаете, да? А это что такое? Это что? Я такого не видел. Это вообще... Нет, это что-то такое невероятное. Посмотрите, какие они огромные. Ну что, будем играть одну игру? Надо пробовать. А вот там что, надо телевизор доставать. Подумай, какую вытянуть. Давай. За нас переживали даже. Сколько раз говорила, нам не везет. Да ладно, прикольно, мне понравилось. Вот таких бутичков очень много. Сейчас я буду их снимать. А вы мне пока скажите, какой регион вам напоминает это? Неважно, какая это, Россия, Европа, может быть, Латинской Америки. Какие есть подобные города? Мендоса не считается городом с крупной застройкой из-за сейсмической зоны. Последнее крупное землетрясение было в 1861 году, когда город почти сравнялся с землей. Город был полностью отстроен, именно поэтому малоэтажных зданий здесь больше, но иногда встречаются и такие, как этот госпиталь. Какой регион напоминает, а? Пишите в комментарии. А теперь пойдем в город к главным достопримечательностям. Площадь Испании ярко выделяется среди других площадей аутентичным дизайном плитки. Отголосок испанской культуры олицетворяет собой дружбу двух народов. Главное – монумент, изображающий союз Испании и Аргентины в образах женщины и молодой девушки, соединивших руки. В остальном же можно усмотреть только Испанию, до скамеек и фонтана. А мы же переоделись, потому что очень было жарко. Хотя Яндекс показывает, это просто не очень релевантно, мне кажется, для наших подписчиков. Но Яндекс мне показывает, что тут сейчас 16 градусов. Но, ребят, я просто вся горю. 25, как будто 30. Наверное, из-за того, что в Мендосе сухой климат и нет какой-то дополнительной влажности, как это в Буэнос-Айресе, да, например. В Буэнос-Айресе 16 градусов. Или нам можно, или нет. Ну, красавец муж, ну, красавец, ё-моё. Подстригся перед поездкой.
Надо его держать, чтобы его не украли. Следующая точка – площадь Независимости. Данная площадь является центром Мендосы с лавочками для отдыха и красивым островком природы. В центре площади находится фонтан. Всю красоту фонтана и площадь ночью мы покажем позже. Досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Базилика Святого Франциска, пожалуйста. Его историю расскажет нам Егор. Ладно. Был Построена в 1870 каком-то году. Это францисканский собор. Ренессанс. Ренессанс. Так, а я прочитала в Википедии, что здесь находятся останки освободителя, не скажу какого, да? Его дочери? Его жены и дочери. Вот. И здесь как раз-таки покровительница Анской армии, которой там все поклоняются. Там находится ее алтарь, портрет. Я не сильна в этом, но вот что я прочитала, то и рассказывала. Возможно, закадровая информация будет больше. Ты своим голоском. Действительно. Это да. Пожалуйста. Мы не смогли попасть внутрь, так как базилика была закрыта. К сказанному добавлю только то, что данный храм является культурным наследием Мендосы. Ребят, ну все как заказывали. Заказывали фонтан, да? Вот мы вернулись на площадь Независимости. Пожалуйста. Следующая наша точка – это парк, который находится в 30 минутах ходьбы от центра. Назван в честь легендарного генерала, сыгравшего значительную роль в освобождении Аргентины и Чили в войне за независимость. Парк невероятно зеленый и ухоженный. Здесь есть велодорожки и дорожки для бега. Нам безумно нравится, когда в городе есть большое пространство для отдыха на свежем воздухе. Когда власти города что-то подобное делают для людей, нельзя не восхититься. Мы посмотрели все основные достопримечательности в городе, поэтому решили поужинать в аутентичном аргентинском ресторане и, конечно же, выпить вкусного красного вина. По-зимнему, знаешь, возле камина. Зима в Мендосе, вот так она выглядит. Невероятное какое-то заведение. Нам практически все понравилось из меню, но мы взяли асадо. Париша Парадос, там микс. Ну, в общем, мы взяли пив с мясом и 2 бокала вина, конечно. Мы не знаем, что это за вино, мы вряд ли узнаем, потому что оно без названия. Ну, вечер заканчивается, на такой хорошей ноте. Так, ну, нам принесли блюдо. Тут у нас курочка, 2 куска, 2 чоризы, 2 марсиши, ребра и еще печури, как они называются, или как-то так. Ну, короче, кусочки мяса жареные, маленькие. Это как будто свиные уши. Да. Оба, ушко свинки. Это должно быть вкусное чоризо. Ну, видите, да, как жирно? Все приготовлено вот здесь. Не снимай мой позор, как речку. Ну ничего, позорить на мою курицу. Кто ест так курицу? Хлеб, курица. Половина съедена. Вот, и я немного расстроилась, потому что мне не очень понравилось. По 2 причинам. Первое, это было не соленое, ни картошка, ни мясо. Вообще без каких-либо приправ и без какого-либо маринада. И второе, это то, что жирно. Ну, типа, жирно, ты как бы кушаешь, вместо того, чтобы чувствовать там соль или какой-то соус, ты чувствуешь масло. Поэтому, ну, я как бы ем, потому что хочется кушать, но вот это я точно не буду. Я думаю, мы заберем, если не дойдем, но Егор вроде окей, да? Так. Ну, окей, мне кажется, так задумано просто. Ну, понятное дело, что так задумано. Я просто... Мне нравится, когда с душой, когда ты маринуешь мясо, когда ты добавляешь специи, ты его вот гладишь, как бы вот любовь туда вкладываешь. А не просто ты берешь и жаришь кусок мяса с маслом на костре, на гриле, неважно. Поэтому я тут вообще вот пользуюсь активно вот этой штукой, солью. Но кому-то нравится, это не мое блюдо. На улице, где находится заведение, множество баров, ресторанов и кофеин. Рекомендуем пройтись по ней в выходные, когда большинство людей проводит вечера именно здесь. Ну а наш первый день в Мендосе подходит к концу. Так, ну что, мы сели на автобус успешно. Чуть-чуть еще бы и опоздали. Мы купили билеты.
до Ля Консульты стоит билет 800. Вот, ехать примерно час, я так думаю. Но мы закупились водичкой, вкусняшкой. Все, готовы ехать пить вино. Доброе утро всем, кто только что проснулся. Сначала беспокоиться было не о чем, мы наслаждались видом из окна. Но прошел час, полтора, но мы все никак не могли добраться, хотя сотрудник нам четко обозначал время прибытия в Ля Консульта. Тогда в очередном городе мы остановили автобус, чтобы оттуда вызвать такси, но Uber в этом городе будто отсутствовал. Мы опаздываем где-то на полчаса. Автобус очень долго ехал, очень много где останавливался, точнее. Ну, вроде позвонили на винодельню, сказали, вроде все окей, но время у нас ограничено. А попросили местных, при помощи переводчика, заказать нам такси. Надеюсь, все будет хорошо. Я злюсь, плачу, я расстроена. Егор меня поддерживает. Все нормально, я думаю, все посмотрим. Спасибо всем неравнодушным, кто поддерживает. Кстати, ни разу нам не отказали в какой-то помощи или чего-то такое, то стоит отметить, что всегда пытаются помочь. Даже если неправильно, как нас не на тот автобус отправили, не на ту платформу, но все равно стараются. То есть хоть неправильно, но что-то подскажут. Местные аргентинцы, к которым мы обратились за помощью, заказали нам такси. Сан-Карлос – город не туристический, и все были удивлены нашему визиту. Через час от запланированного времени мы приехали на винодельню Сукарти. Я мечтала побывать именно на ней, из-за архитектуры, дизайна и прекрасного вида на Анды, который мы покажем чуть позже. У винодельни также есть множество наград. Мы очень торопились, потому что сильно опоздали. На ресепшене нам предложили начать с дегустации. На дегустации мы чувствовали себя как настоящие сомелье. Еще, кстати, я, как всегда, захотела себе такие бокалы. Нам было предложено 5 разных сортов вина от семьи Сукарти. Мы были единственные англоговорящие, поэтому эта милая дама дублировала информацию только для нас на английском. Виноградники Сукарти расположены в оазисе, на большой высоте с холодным сухим климатом и широким диапазоном температур, что дает вину неповторимый насыщенный и свежий вкус. Егор булькал вино внутри, чтобы раскрыть каждый вкус и задействовать все рецепторы. Я тоже пыталась распробовать, но увидев скорость заполнения наших бокалов, я поторопилась. Все ушли, а ты пьешь. Надо было пить раньше, вот смотри. Мастер. Давай сыр ешь сыр. Ну, сейчас пойдем к Пабло смотреть дальше экскурсию, так как мы опоздали, поэтому мы сначала начали с дегустации. Ребята, бочки стоят, смотрите. Вино опьянило. Просто. У нас было 15 минут до начала экскурсии, поэтому мы решили выйти наружу и посмотреть на Анды. Тур плюс дегустация на одного обошлось $50 с каждого. Но с рестораном тоже можно заказывать заранее, но мы сделали только тур и дегустацию. Боже, вот. Мы находимся на винодельне, которая находится в пригорье Анд. И сейчас я покажу такую красоту, что вы просто обалдеете. Если бы еще виноградники, да, цвели, они сейчас не сезон, поэтому их нет, но вот, смотрите. Сейчас будет вторая часть нашей экскурсии, это как раз таки тур и история винодельни, скорее всего. Окей. Let's go back to the reception. Окей. Нас уже позвали. Со второй группой мы отправились к виноградникам. Сукарти находится в регионе Куйо. Куйо – это один из самых засушливых регионов. Здесь в год выпадает всего от 100 до 200 мм осадков. Поэтому виноградники культивируются по берегам горных рек. С водой помогают и Анды.
Талая вода с ледников на вершинах гор – важный источник воды для виноградников. Вторая часть экскурсии прошла внутри. Здания построены из цемента, начиная от внешних стен и заканчивая резервуарами для производства вина, для изготовления которых использовался особый вид цемента без эпоксидной смолы. Думала, новые бочки будут. Понимаешь? Далее мы спустились в винный погреб и послушали еще некоторые интересные факты производства. Вот эта комната нам уже знакома. Что, слабо попросить нам 2 бокала вина еще выдать наших недопитых? Можно попробовать. Ну все, я в тебя верю, ты у меня смелая. Будешь спрашивать. Мы с подписчиками тебя поддерживаем. Спасибо. Хорошая. Я думаю, это сладкий. Так, я хотела снять красивый кадр. Собака, ты молодец. Ой, как Ну что, ребята, вот дегустация подходит к концу. Просто великолепно. Так, ну что, мы рекомендуем эту винодельню посетить для дегустации. Чтобы такой пес еще был. Он не попал в кадр. И прекрасный сервис, конечно же. Нам предложили бокал вина. Я надеюсь, что бесплатно. Пока мы ждем такси. Пока мы дождем такси, вызвали такси до города ближайшего, из которого мы можем уехать в Мендозу. Поэтому, ребят, просто вы наслаждайтесь вот этим. Ну, вот это, разве не красота? Ребята, приезжайте все в Мендозу. А Егор взял белое вино. Белое вино, винище. Просто там разные люди ведут экскурсию, разные люди проводят дегустацию. Поэтому мы не попросили, но вот в конце нам предложили, пока мы ждем такси. Слушайте, это вообще как-то слишком шикарно, да? Это прям богатая жизнь. Когда ты ждешь с такси, тебе предлагают вино. Но здесь невероятная тишина, ребята, вы просто не представляете, как здесь классно, как здесь круто пахнет, а на фоне Анды. Ну вот вживую это смотрится масштабнее. Наверное. Здесь очень много людей в сезон. Вот, в сезон. Поэтому, наверное, советую приезжать сюда зимой. Да, здесь нету таких красивейших виноградников, кустов таких. Они здесь голые еще. Но то, что здесь нет людей и так тихо, так спокойно, вот это, конечно... Ай, горы. Вот это моя первая любовь. Горы. Егор. Вторая любовь. Первая любовь Егор. Первая любовь Егор, извиняюсь. Вторая любовь горы. Потому что ты просто даже смотришь на них и думаешь, боже, какие они огромные, какие они масштабные, что ты кажешься просто маленьким каким-то человечком на фоне вот этого всего. А что вы выбираете, вот море или горы? Что вам нравится больше? Мне, например, нравится больше Море с горами. горное море. Я люблю жить возле моря, мне нравится воздух, мне нравится плавать, оно недалеко. А горы, чтобы путешествовать. Вот прям, если мне говорят путешествовать, я такая, горы, пожалуйста. Анкангуа, забирайся, иди. Ну там сейчас снег, но я не готова со своей коленкой, поэтому горы отменяются, горы просто смотреть красиво, вау, классно. Животные нас сопровождали всю нашу поездку по Мендозе. Дорога до ближайшего крупного города далась очень легко. Мы уже никуда не торопились и были расслаблены. Если вот так провести линию, то мы находимся практически на одной линии с Сантьяго, вот, с Чили. То есть через Анды, там уже будет Сантьяго. Вот. Очень хотим там побывать, но не в этом путешествии. Вот. А так мы vamos аль Мендоза. Через 20 минут уже будет автобус. Мы взяли водичку, взяли перекусить. Автобусом здесь путешествовать довольно удобно, если знать язык, вот, знать расписание, но в этом тоже не было проблемы, поэтому рекомендуем автобусы, довольно комфортные. Нужно именно закладывать время, потому что они останавливаются в разных городах, как это было и у нас, поэтому мы опоздали на час, на целый час, но благо работники винодельни согласились нас впустить в часть группы, где дегустировали уже, то есть подходила к концу, и часть группы, где проводили только туры, поэтому мы успели и туда, и туда. Я довольна. Ребята, всем привет! Вот и закончилось наше путешествие на винодельню.
которое было отнюдь непростым. Много через что нам пришлось пройти в плане того, как добираться. Да, мы опоздали, нам пришлось общаться с ребятами в городе Сан-Карлос, чтобы они помогли нам заказать такси, но все, благо, прошло успешно. Вы, наверное, уже сейчас посмотрели замечательные кадры, как мы там были. Вот. А тем временем мы вернулись в Мендозу. Мы решили пойти попить пиво, потому что очень хотелось на эту прикольную улицу, на которой мы были. Вот, она такая живая вечером, оживленная, много народу, много ресторанчиков. На третий день мы поехали в заповедник, но начнем не с этого. Всем доброе утро. У нас третий день. Третий день, как мы в Мендозе. У нас опять все пошло не по плану. Мы должны были сегодня арендовать машину и поехать в заповедник, в большой парк Вишависенсио. Я надеюсь, меня слышно. И мы хотели арендовать у компании по аренде машин, как он правильно считается, Герц. В общем, кому как удобно. Мы забронировали, мы заранее оплатили аренду машины на один день, но депозит нужно было оставить при помощи кредитной карты. И они не хотели принимать нашу карту, поэтому они нам отказали. И мы пошли, знаете куда? Конечно же, на автовокзал, чтобы найти автобус, который довезет нас. Но нет, автобус туда не едет. Ну вот именно на Вишависенсио мы спрашивали. Туда не едут, а едут только такси. Подождите, мы же перед тем, как пойти на автовокзал, пошли в другую компанию по аренде машин, даже в несколько, которые просили депозит 500 тысяч песо на кредитной карте также, не дебетовая, дебетовая, как правильно, карта. То есть они принимают только кредитные карты. Ну, конечно, для нас это сюрприз, потому что в Черногории это было намного проще, намного легче, что ты даешь депозит наличкой и все. Ну, то есть в чем причина? Вот ты берешь наличные деньги, ты их трогаешь, и потом ты их возвращаешь. Они вот у тебя есть, ты их видишь, а не какие-то кредитные карты. Поэтому мы сейчас пьем кофе, едим медиалуны и вызываем или Максим, или Uber, чтобы добраться до заповедника. Вот это медиалунки. Вот. Егор счастливый. Я недовольная ворчунья, потому что все опять пошло не по плану. Я хочу посетить все места, которые я отметила, все. Но пока что это не удается, не получается из-за вот каких-то таких моментов. Ехать нужно было около часа. За окнами была интересная картина – трущобы. Так близко мы еще их не видели, но было интересно посмотреть, как живут местные. Самодельные дома, навесы из подручных материалов. Вокруг мусор, так как коммуникации по вывозу мусора не налажены. Качество дороги очень плохое. Наш таксист быстро ехал и совсем не боялся кочек. Ближе к парку мы встретили гуанаку. Таксист ее немного спугнул, но нам удалось заснять такие редкие кадры. Мы еще не знали, что нас ждет дальше. Досмотрите обязательно до конца. В заложниках у гор, вот они, по кругу. Ну, красота. Что? Эта вода производится здесь. Здесь заповедник и натуральный резерв вот этой воды. Соответственно, мы ее часто пьем даже в Буэнос-Айресе. Вот, она нам нравится с газом и без газа. Вот. А сейчас идем покупать билеты. Заповедник делится на две части. Первая часть с природой, в которую мы сейчас зайдем, и вторая, которая находится в 1 километре вверх, где есть отель, ресторан и развлечения. Билет в две части на одного стоил $10. Парк рассказывает про разных видов птиц, животных, которые здесь обитают, минералах. А в этой части нам сказали, что должны быть ламы, но река пересохла и их сейчас здесь нет. Тут должны быть ламы. Тут могла быть ваша лама. Да, тут могла быть ваша лама, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ставим здесь ламу. Если следовать карте, то тут должна быть лама. Но на самом деле первый кусочек не такой большой. Я не знаю, почему нельзя туда. Туда. На горах, если присмотреться, кактусы. Посмотри. Там дальше сад кактусов нас ждет, поэтому... Не, просто, в дикой природе, смотри. Ладно, там сад, а вот это вот. В общем, кто соберет сюда ехать, одевайтесь теплее, потому что, значительная разница в градусах температуры в Мендозе и здесь. Довольно прохладно, хоть я и в кофте теплой, в пальто теплом, а в Мендозе сейчас около, 17-20 градусов, то здесь значительно холоднее, может 10, да, по ощущениям. Вот, гулять долго,
Как ехать обратно, тоже никто не знает. У нас нет связи. В отеле, если что, попросим. Если вы смотрите этот влог, значит, мы все-таки смогли добраться обратно. Такого количества видов кактусов мы еще не видели. Выглядит это все, как будто это создала не природа. Конечно, пока мы видели только одну гуанаку, хотелось увидеть животных больше. Например, пуму в дикой природе. Или мы ее встретим. Еще раз повторю, если вы досмотрели этот влог, то значит с нами все хорошо. Если вы досмотрели. Если мы выложили этот влог, то значит с нами все хорошо. Хотя опасно идти наверх, как бы пешком. Все обычно на машинах едут, но не мы. Ну а сейчас испытываем ноги, проверяем новое колено, которое я лечила все это время. Километр наверх во вторую часть заповедника. Дорога была непростая, в горку. Шли по серпантину, но иногда срезали по кустам. Мы практически добрались до точки, прошли 1 километр. Было сложновато и страшновато на самом деле. Я приглядывалась, думая, что в кустах где-то сидит пума, наблюдает. Как-то было очень страшно, потому что тихо, никого нет. Машины редко ездят. О, это пума, думаешь? Ну вот чего мы и боялись. Нам тут показывают уже второй раз, говорят. Так, еще раз. Сначала отходим от пумы, потом машем руками, потом кидаем ребенка. Пугаем ее ребенка. Вот змея, кидаешь на нее бревно с пауком, она съедает бревно все равно, и тогда ты отходишь. Она уже сытая. Ты отходишь, да, она такая, окей, ладно. Вот. Ну, в общем, ребят, памятка, вот, как обращаться, да, с данными животными. Идем дальше. Несколько остановок по пути, еще немного вверх, и мы дошли до второй части заповедника. А вы узнали одну из целей, зачем мы сюда приехали. Я мечтала сделать именно такое видео. К счастью, не было предела. Давайте все же поговорим про данный заповедник. Заповедник Виши-Висенсио является охраняемым парком площадью 67 тысяч гектаров. Одной из целей природного заповедника, который был официально объявлен в 2001 году, является защита природных экосистем и местных видов флоры и фауны. История данного места очень богата, вы можете прочитать об этом в интернете. Я лишь расскажу о том, что здесь находится сейчас, помимо отеля. Большое количество пеших троп, где можно бесплатно взять вспомогательное оборудование для ходьбы, невероятные пейзажи на горы. Из развлечений здесь есть веревочный парк и зиплайн. За пределами парка, если поехать по серпантину выше, находятся смотровые площадки. Вот туда мы хотим. Но Егор сомневается в этом. Да он тут недалеко. Ребят, скажите. Надо идти? Пишите комментарии. Идти нам туда или нет? Пишите «да». Но я продолжаю высматривать пум. Если хоть одна пума будет замечена, если на видео вы увидите пуму, пишите минуту. Много, да, у нас интерактива сегодня? Ну, в принципе, в поездке. Ну, рассказывай, куда идем, как долго и что мы там увидим? В гору 4 километра, там должен быть viewpoint какой-то. Наша дорога в 4 километра в среде, где обитают дикие животные, началась. Каждый раз мы останавливались, чтобы посмотреть, сколько мы уже прошли и докуда нам нужно добраться. Это первая часть заповедника, куда нас привез таксист. Мы внимательно наблюдали за происходящим вокруг, чтобы не встретиться с настоящим хищником пумой. Ни одного человека рядом не было, но это нас не останавливало, ведь есть всего один шанс увидеть такие красоты. В заповеднике нет связи, GPS не работал, ориентировались только на карту заповедника. Ну, ребята, ставьте лайк такому прекрасному месту, по-моему, вообще великолепно. Не зря, что пошли, пока что не так трудно. И на одном из поворотов произошло то, что меня очень сильно напугало. Так, редкие кадры. Да, вон она ест, наклоняет голову. Видишь, левая, ну, типа, влево смотрит, правая вправо. Это кто? Гуанака. Пума или гуанака? Да, это гуанака, ладно. У нее длинная шея. А, вот там прям наверху имеешь в виду? Ну да, это. Представляете? У меня зрение как у орла. Будет тебе пума сидеть прям на горке. А что? Я испугалась. Смотри, хвостом бежит. Ну, а зачем тогда вот этот знак? Вот этот? Просто написано, что если встретите пуму, то вот так руками машите. Я вообще не понимаю, как можно махать руками. Это для него, наверное, как красная тряпка будет.
В общем, мы доходим до какой-нибудь точки, идем обратно. Мне очень страшно. Ну вот, мы практически дошли, но выше, я думаю, подниматься мы не будем, потому что там, в принципе, все то же самое, видно. Все то же самое, просто там, ну, единственное, сделали viewpoint, чтобы там можно было поставить машину. Ну, здесь тоже можно, но я думаю, это первый такой, где можно остановиться, но там более популярная точка. Мне кажется, вон на горе самая дальняя, до куда можно дойти. Ну что там такого? Будет видно, чего отсюда не непонятно. Не, ну были бы на машине, мы бы вон до туда доехали. Вон там я видела машину. А, вон на самом верху, да. Да. Ну что, туда идти до туда, да. Дойти до туда нет. Ой, пума! Егор отпугивает пуму громким голосом. Конец как раз-таки вон на самой верхушке, конец этого заповедника. Ну что, Фотку? Гуанаку увидели, главное. Блин, нифига вообще, да? Я так испугалась. Я увидела, что там что-то, ну, хвост как будто длинный такой. Я думаю, ну все, это пума. Но потом я приблизила, ну, на телефоне. На айфоне, потому что на глаза так не приближают. Я не могла Егору показать. И увидели, что действительно это гуанака, потому что длинная шея была. В общем, прикольно, классно посмотреть их в дикой природе. Невероятно. Мы сейчас направляемся еще раз вниз, где мы уже были, откуда мы начинали наше путешествие. Потому что, к сожалению, мы no hablo español bien. Вот. И став наверху no hablo inglés bien. Поэтому мы идем узнать у англоязычного человека, как нам добраться до города. Но из того, что мы тут поняли, нас отправили именно туда не из-за английского, а из-за того, что там что-то можно сделать с такси. Потому что мы сказали «Necesitamos un taxi al Mendoza». Без переводчика. Потому что тут интернета нет. А что она нам сказала? Что она спросила? А как вы сюда, говорит, добрались? У вас что, нет машины, она говорит? На коллективе, говорит, На машине. на ауто, мы такие, не, на такси. Да. Если что, будем слезно просить людей нас довести, проезжающих, каждого тормозить. Нам помогли вызвать такси. Один из сотрудников говорил на английском языке. С удовольствием нам помог. Он был рад так с нами пообщаться, как будто он очень редко с кем-то разговаривает. Но мы так поняли, что он живет здесь. Поэтому они сейчас уже закрывались. Мы подошли, попросили такси. Сказали, да, конечно, вот тут муж одной сотрудницы, которая возит людей, в принципе, может отвезти. Видимо, мы не первые, кто сюда приехал как-то. Поэтому через полчаса, 20 минут приедет уже машина за 30 тысяч песо. Мы доедем отсюда до Мендозы. Но нам очень понравилось здесь. Поэтому, конечно, советуем, кто идет в Мендозу, посетить вот такой заповедник-парк. Но, конечно, лучше на машине. Или арендуйте, или это автобус, неважно. Или мотоцикл. Или мотоцикл, да. Но когда будете проезжать, вот тут недалеко, там 5-10 минут, да, вот гуаканаки уже вот ходят рядышком. Мне кажется, когда... Это соус какой-то? А? Гуаканаки. Гуанаки. Нет, не сильно не ругайте меня. Гуанаки совсем недалеко отсюда ходят возле водички и пьют. Вот тут работает милый человек, который нам помог. Вот, так что если будете, передавайте ему привет, он прекрасно говорит по-английски. На обратном пути мы увидели еще парочку гуанак. Я их попыталась вам показать на этих кадрах. Мне дали на машину, не советую этот рент-а-кар. Ничего, мы без него нормально попутешествовали, правда? Да. На автобусе, пешочком походили. Идем на автобус. А? Идем на автобус. На такси, да. На другой машине. Угу. Все, не советую. У кого нет кредитной карты, вообще нереально снять где-то машину. И это вообще несправедливо. Ну, может, кто-то не пользуется кредитками, что за ерунда? Мы не пользуемся. Да. Дебетовую не принимают, и вы посмотрите. Просто. Это для моего друга Жеки. Женя, привет. Сегодня нам удалось посетить только Виши-Висенсию, где мы провели практически весь день. И вот в 6 вечера вернулись. На Патриришес мы не успели. Не знаем, что там очень красиво, что там озеро, туннели, горы, термальные источники. Но нет, не в этот раз. Это значит то, что мы приедем сюда еще раз и попадем в этот парк. Мы можем
просто показать фотографии, как выглядит Патрилишес, пожалуйста. Это мы находимся на площади Чили. И интересно то, что даже в Черногории есть площадь Аргентины, там что-то, площади разных стран. Здесь тоже площадь Чили, площадь Испании. А в России нет таких площадей. Есть только площадь Ленина, да, которая есть в каждом городе. Блин, там два парня танцуют вместе. Страстно зажигательный латиноамериканский танец. Очень мило. Вот, но не буду снимать, чтобы их не смущать. Так вот, то есть в России, понимаете, да, если есть какие-то площади, то это только площадь Ленина, ну и разные другие. А здесь площадь Революции, опять же. Да, здесь площадь независимости, площадь Испании, площадь Чили, разные, причем в каждом городе. То есть в Буэнос-Айресе тоже есть такие площади. Вот, и в Черногории есть, а в России нет. Это забавный факт. Но почему? Возле Киевского вокзала там же была площадь Европы, вот, которую собираются переименовать в площадь Евразии. Например. Ну, как-то, знаешь, обобщенно вот. Ну, больше всего, да, из какой-то советских времен, революции. А революция, ну, то есть тоже не о чем-то хорошем же нам говорит. Вот. А площадь независимости звучит очень так, очень сильно. Независимость звучит круто, конечно. Да, это круто звучит, поэтому надо называть так площади. Ну, посмотрите, мы взяли вино, 2 вина, мальбек, точнее 2 бокала вина. Нам принесли вот в такой мягкой тканевой хлеб, тканевой шапочке, я бы даже ее назвала джинсовой, стаканы. И посмотрите, бутылка с водой. Боже, это так классно и аутентично выглядит. Что это такое? Подписчики, вопрос к вам. Что мы взяли? Что мы такое заказали? Ну, посмотрите. О, сейчас свет вот так, извините. Вот. Здесь подогревается. Разные виды. Там даже какие-то наггетсы, сосиски, черри, чесночный соус, вкуснейший, наивкуснейший хлеб, вино, вода. Боже, мы в раю. Последний ужин в Мендосе мы провели здесь и не пожалели. Обязательно приходите и пробуйте. Здесь разнообразное меню и прекрасный сервис. Ставим лайк, и вы присоединяйтесь. После ужина мы решили взять десерт в одной из кондитерской. А посоветовали нам это место русскоязычные ребята в телеграм-чате, которые здесь давно живут. Все выглядит потрясающе вкусно. Поэтому мы взяли с собой, чтобы попробовать десерты в отеле. Ну а теперь понаслаждаемся тем, как это выглядит. Надеюсь, наши рекомендации кому-то пригодятся. Ну а мы прощаемся с Мендосой. Она покорила наши сердца своей природой, вином, маленьким уютным городом и вкусной едой. Мы обязательно вернемся сюда за новыми приключениями.